Всем привет! Это утро третьего дня, а точнее 5:30 утра. Солнце только встало, а вместе с ним и мы. Но перед тем, как отправляться в путь, мы решили заскочить в ближайший Лосон и взять что-нибудь покушать. Горячий кофе. Потрогай. О, найс. Прикольно. Понял. Ну, кстати, я не против горячего кофе. Горячий кофе, это интересно. Что действительно нельзя переоценить в Японии, так это крутость комбини. Находится на каждом углу, работают 24/7, всегда можно зайти, купить себе что-нибудь покушать. Да и курочка там реально бомбезная. Я вообще не понимаю, зачем им в этой стране нужен KFC, когда у них есть комбини с такой курочкой. Ладно, забудем про курочку, теперь у нас путь в Одавару. Отправляемся мы со станции Уэно и через один битком набитый вагон оказываемся в центре Токио. Там совсем случайно мы покупаем себе билеты в Green Car. Пускай это получилось случайно, но мы не жалуемся, так как поезда в это время достаточно забитые, а ехать нам около часа. Гринкары — это такие вагоны повышенного комфорта с ограниченными местами, но туда нужно покупать отдельный билет. Приходишь, садишься на свободное место и прикладываешь свою суйка-карту к сенсору у тебя над головой, и все, место твое. В нашем случае нам пришлось доплатить то ли 600, то ли 1000 йен, я уже точно не помню. Но в любом случае это не так дорого, зато появилась возможность посидеть в удобном кресле и полюбоваться видами из окна. Итак, мы приехали в Одавару. На самом деле это всего лишь промежуточный пункт на нашем пути в Хаконе, и мы не планировали там оставаться. Но поскольку мы встали так рано утром, что тоже не было запланировано, мы решили, что раз уж мы здесь, почему бы нам не посмотреть на главную достопримечательность города – замок Одавара. Этот замок когда-то был главной крепостью самураев клана Ходзё, которые правили этой областью во времена феодальной Японии. Но то, что мы видим сегодня, это только реконструкция, восстановленная по старым чертежам и фотографиям. А внутри замка сейчас находится музей с доспехами, мечами и миниатюрами старого города. Но тут мы видим, что этот замок с высотой 27,2 метра является 7-м по высоте в Японии. Внутри также можно посмотреть небольшой исторический фильм, и даже английские субтитры присутствуют, что очень удобно, так как на большинстве экспонатов ничего на английском не написано. Ну а сверху, конечно же, есть обзорная площадка, с которой открывается отличный вид на окружающие горы, залив и город. Дальше мы решили спуститься к пляжу Миюкинохама. Он находится всего лишь в 10 минутах пешком от замка. План был простой. Море, солнце и, конечно, купание. Температура воды я проверил еще, когда мы выезжали из отеля, 26 градусов. Звучит замечательно. Но также онлайн я прочитал, что сезон купания оказывается уже закрыт. Я был немножко удивлен при такой-то погоде. Не знаю, действует ли там какой-то активный запрет на купание, но когда мы пришли, действительно в воде не было вообще никого. Олег первым же делом снял обувь и отправился мочить ножки. А мне пока не хотелось мочиться, поэтому я решил просто посмотреть на него с безопасного расстояния. Фига тут волны. Фига там волны. Твою мать, парень. Я Да, немного недооценив волны, я оказался по щиколотку в воде.
И в отличие от Олега, который гуляет в сандалиях, я-то хожу в кроссовках с носками, и другой обуви у меня не было. Поэтому остаток дня я провел в насквозь промокших кроссовках. Но несмотря на эту маленькую неприятность, нам обоим пляж на самом деле очень понравился. Ну а через пару минут вода достала и Олега. Нормально. Вау. Короче, да, как вы видите, там летали патрульные самолеты и смотрели, чтобы никто не купался. Но кроме шуток, нам реально хотелось искупаться. На улице было уже жарко, солнце пекло, а вода была такого манящего лазурного цвета. Но полное отсутствие других людей и сильные волны нас все-таки отпугнули. Мы решили, что лучше все-таки, наверное, не рисковать. Все-таки, наверное, есть причины, по которой люди здесь не купаются, даже в такую погоду. Но зато мы увидели крабиков. Далее мы удачно зацепили ближайший автобус, и через какие-то 20 минут мы уже были в Хаконе. Мы добрались до нашего отеля на сегодня, и пускай время было еще слишком раннее, чтобы делать чек-ин, было около 11 утра, но многие отели позволяют оставить в них сумки еще до чек-ина, чем мы решили воспользоваться перед тем, как отправиться гулять дальше. Следующей нашей остановкой было озеро Аси. Мы собирались прокатиться на пиратском корабле, который перевозит людей с одного конца озера на другой. Но в ожидании корабля мы сделали небольшой привал, чтобы в очередной раз поесть жареные курочки. Билет на корабль в одну сторону стоил около 1000 йен, что не так дорого. Йоу, там какая футь. Кораблик служил не только для того, чтобы насладиться красивыми видами озера. Он также доставил нас прямо к станции фуникулера, ведущего в долину Овакудани. Долина Овакудани – это активная вулканическая зона. Здесь повсюду поднимается пар и очень пахнет серой. Самое известное лакомство здесь – это черные яйца, сваренные в серных источниках. Ну, как черные? Скорлупа у них черная. Говорят, что одно такое яйцо продлевает жизнь на 7 лет. Также одно такое яйцо стоит 500 йен, и платить столько за вареное яйцо мне не хотелось, так что я просто посмотрел, как другие туристы продлевают себе жизнь. Ну и поскольку нам повезло с погодой, из долины открывался отличный вид на Фудзияму, самую высокую гору в Японии.
В это время года у нее еще нету снежной шапки, но даже так она выглядит потрясающе. Прождав 30 минут в очереди на фуникулер, мы спустились и сели на автобус обратно до Хаконе, так как у нас было зарезервировано время для ужина в стиле кайсеки в нашем отеле. В этот раз номер у нас значительно больше, но также нужно учитывать, что этот номер стоил где-то в 4 раза дороже, чем любой другой номер, в котором мы оставались. И за эти деньги мы получаем просторный, особенно по меркам Японии, номер в японском стиле, с современным Smart TV, традиционный японский ужин и завтрак в стиле кайсеки, отличным видом из окна и, наверное, главное, приватным горячим источником, который находится прямо в номере. У нас оставалось немного времени до ужина, поэтому Олег решил подремать, а я же решил воспользоваться возможностью немножко полежать в горячем источнике. После небольшой прогулки по ночному Хаконе мы вернулись в наш отель и облачились в наши юкаты и отправились на наш кайсеки ужин. Ну а там нас ждало представление от местных гейш. Что же касается кайсеки ужина, он обычно состоит из 6-12 небольших блюд, каких-то закусок, сезонных закусок, свежей сырой рыбы, сашими, каких-то тушеных блюд, часто это овощи или мясо, потом блюдо, приготовленное на гриле, жареные блюда, например, темпура, какие-то маринованные овощи, суп и рис и какой-то легкий, часто фруктовый десерт. Все это выполнено очень эстетично, с красивой подачей, и вообще весь этот процесс, он такой очень медленный, это какой-то такой ритуал. Весь этот ужин занял у нас, я бы сказал, больше, чем 2 часа. Но если отложить в сторону всю эту атмосферу и эстетичность, что касается вкуса, честно говоря, к сожалению, нам обоим не очень понравилось. Как-то очень много всего, и все какое-то такое сложное. Единственное, на самом деле, что мне действительно понравилось, это было сашими, сырая рыба. Вот это было вкусно. И, наверное, сливовое вино, которое там вначале нам давали. Все остальное какое-то было... Какого-то не было у этого всего яркого вкуса. Оно было немножко все такое одинаковое, все сливалось. В общем, наверное, для меня это все немножко сложновато, и мы любим чего-то попроще. Ну а пока мы были на ужине, нам в номере подготовили футоны. Мы оба еще раз сходили в наш частный горячий источник, немножко отдохнули и легли спать. На этом закончился 3-й день нашего путешествия. Спасибо, что досмотрели, и увидимся в следующем видео.